У реактивного двигателя, который несколько месяцев стоит неподвижно посреди пустыни, на входе надета штука, похожая на гигантскую шапочку для душа. Такие же заглушки торчат из хвоста, из тонких трубок вдоль носа, из десятков отверстий, на которые обычно не смотришь, когда идешь по трапу. Со стороны машину как будто усыпили, хотя в большинстве случаев ее готовят однажды снова поднять в небо. В авиации у простоя вообще нет одного слова. Есть длинная шкала. На одном ее конце обычная ночевка борта между рейсами, когда он заправлен, вычищен и ждет только утреннего вылета. На другом глубокое хранение, когда от машины остается комплектный, но уже не летающий корпус. Разница тут измеряется тем, сколько всего с самолета успели снять и как тяжело будет поставить обратно. Между этими полюсами есть еще промежуточные ступени, где борт то держит в легкой готовности неделями, то консервирует все основательнее. Пока самолет простаивает пару дней, ему просто не дают залежаться. Ставят предохранительные чеки, подключают питание, гоняют маленький двигатель в хвосте, запускают основные, двигают рули и закрылки, проверяют шины, тормоза, гидравлику. Вернуть такой борт на линию можно за день. Стоит это удовольствие дорого. Нужны механики, топливо на прогревы, регулярные осмотры, и все это капает каждый день, пока машина не летает и не зарабатывает. Если авиакомпания понимает, что самолет не понадобится месяцами, за него берутся серьезнее. Снимают или отключают аккумуляторы, консервируют топливные системы, тщательно смазывают шасси, закрывают двигатели и датчики, раскладывают по салону влагопоглотители. Корпус остается комплектным, а завестись и улететь уже не может. Для возвращения нужны расконсервация, обслуживание и проверка летной годности. В деньгах тут выходит забавная арифметика. В первый день оставить борт почти готовым к полету дешево, а держать его в этом состоянии каждый месяц выходит накладно. С глубокой консервацией все зеркально. Поставить дорого, зато дальнейшее хранение обходится в разы дешевле. Международная ассоциация авиатранспорта отмечала, что примерно после 3 месяцев простоя глубокое хранение чаще выгоднее активной стоянки. Решение, что делать с машиной, в итоге принимает не столько инженер, сколько калькулятор. И многие нынешние правила консервации отшлифовали в тот момент, когда по всему миру одновременно встали тысячи бортов и целые парки внезапно оказались на земле. Стоит умножить любую мелочь в процедуре на эти тысячи, и цена ошибки в уходе резко подскакивает. Когда речь идет именно о таком долгом сне, машину чаще всего перегоняют в пустыню. Вокруг этого выросло стойкое заблуждение, будто самолеты там сушат. Держит их в сухом климате ради другого, чтобы защитить от воды и сохранить стоимость. Главная угроза для стоящего самолета – это вода во всех ее видах. Сырость, влажность в воздухе и соль. В сухом воздухе алюминиевые сплавы, электрические контакты и стальные механизмы портятся заметно медленнее. Соль из морского воздуха разъедает металл еще быстрее, поэтому площадки уносят подальше от побережья. Добавьте дешевую землю, ведь один широкофюзеляжный борт занимает огромный кусок площади, а между машинами нужны проезды для техники и пожарных. И твердый ровный грунт, на который тяжелый самолет можно закатить без гигантской бетонной плиты. Самые известные такие места – это Мохаве и Пенал в Соединенных Штатах Америки, площадка возле Алис-Спрингс в Австралии и Теруэль в Испании. Теруэль по геологии не песчаная пустыня, но воздух сухой и места вокруг много. В Алис-Спрингс площадка заявляет среднюю влажность около 25%. Места примерно на 300 самолетов и готовность принять даже гигантский Airbus A380. Мохаве описывает свой участок честно. Смесь бортов влетной консервации и корпусов, которые уже ждут разделки на металл. Хорошая летная погода тут работает на весь расчет. Самолет в такое место надо своим ходом пригнать, посадить, а через год, 2 или 5 снова поднять и отдать владельцу. В сухом, устойчивом климате окно для этих перегонов открыто почти всегда. Машину не держат на земле неделями из-за низкой облачности или обледенения. Одно и то же место одинаково удобно и для того, чтобы годами беречь борт, и для того, чтобы быстро его оттуда забрать. Сверху такая площадка выглядит непривычно. Ряды хвостов уходят к горизонту. Между машинами оставлены проезды для техники и пожарных, и самолеты стоят одновременно тесно и по строгой разметке. Часть еще в ярких ливреях действующих авиакомпаний, часть с закрашенными логотипами.
часть уже без куска своих деталей. Похоже на гигантскую парковку, только по этой парковке постоянно ездят механики. Что-то снимают, что-то ставят обратно, гоняют двигатели, проворачивают колеса. Тишины, которую ждешь от кладбища, там нет. Райским местом для авиатехники пустыню не назовешь. Жесткий ультрафиолет выжигает краску и ткани. Суточные перепады температуры заставляют металл то расширяться, то сжиматься. Песок с пылью лезут в каждую щель. Ветер добавляет нагрузку на конструкцию. Насекомые, птицы и грызуны видят в пустом теплом салоне готовое жилье, а резиновые уплотнения на солнце пересыхают и трескаются. Поставить самолет в песок и забыть про него не выйдет. Уход за ним идет постоянно. Первым делом машину вычищают до пустоты. Из салона убирают всю еду, напитки и мусор, снимают часть кухонного оборудования, опустошают и проветривают систему воды и туалетов, переводят аварийные трапы в безопасное положение. Причина простая и неприятная. Забытый кусок пищи – это приглашение для насекомых и грызунов, которые заселят теплый пустой салон и начнут грызть проводку, а запертая внутри влага рано или поздно даст плесень на обшивке и в электронике. Дальше закрывают все, что закрывается. Колпаки идут на входы и выходы двигателей, на воздухозаборник хвостовой установки, на тонкие трубки ПИТа, по которым борт считывает свою скорость, на датчики, дренажи и вентиляцию. Тот самый двигатель в шапочке для душа так прячут от пыли, воды, птиц и насекомых. Отдельная возня идет с влажностью внутри. Международная организация гражданской авиации советует держать среднюю влажность салона ниже 70%, иначе растет риск плесени, коррозии и порчи электроники. Для этого раскладывают влагопоглощающие пакеты, проветривают отсеки и время от времени включают климат. Топливо тоже под присмотром, потому что баки не всегда оставляют пустыми. Вода, которая скапливается в топливе, вызывает коррозию и рост микроорганизмов, той самой топливной слизи, прямо внутри бака. Слизь это забивает фильтры и датчики, поэтому воду периодически сливают через нижние точки, топливо проверяют и при необходимости добавляют разрешенные присадки. А иногда часть топлива оставляют специально, оно затягивает внутренние детали пленкой и не дает уплотнениям пересохнуть. Насколько плотно приходится оберегать простаивающую машину, хорошо видно по истории с осами. В аэропорту Брисбена водятся грязевые осы, которые лепят гнезда прямо внутри трубок ПИТа. По данным Австралийского бюро транспортной безопасности, такая оса способна заблокировать трубку примерно за 20 минут. 20 минут стоянки, и борт рискует остаться без нормальных показаний скорости. Поэтому там эти трубки закрывают даже на короткой остановке между рейсами. У этой защиты есть обратная сторона. В 2018 году пассажирский Airbus A330 вылетел из Брисбена с закрытыми трубками ПИТа, потому что заглушки просто забыли снять. Экипаж остался без достоверной скорости и вернулся в аэропорт. Одна и та же крышечка спасает борт от осы за 20 минут и подставляет его на взлете, если про нее забыть. Порой защита вредит и без всяких насекомых. В компании Airbus рассказывали, что алюминиевые щитки, которыми закрывали иллюминаторы от солнца, чтобы не выгорали салонные ткани, начали менять цвет краски вокруг окон. Операторы пожаловались, и пришлось искать другой способ прикрывать салон. Очевидных шагов в консервации мало. Любая мера тянет за собой побочный эффект. Бывают и совсем неприметные ловушки. Европейское агентство по безопасности полетов отдельно предупреждало о случаях, когда у бортов после долгой стоянки в жарком климате оказывались разряженные автоматические огнетушители в туалетах. От одной только жары. При быстром вводе машины обратно в работу такую мелочь легко проглядеть, а речь о пожарной защите. Если вам заходит, когда вместо громких формулировок мы залезаем вот в такие технические детали и смотрим, на чем все держится. Подпишитесь на канал, здесь этого еще много. Пока самолет стоит, за ним приходится буквально ходить ногами. Давление в колесах постепенно падает, шины деформируются в точках опоры, тормоза покрываются коррозией, механизмы заедают. Поэтому машину осматривают, перекатывают или проворачивают колеса по программе производителя, чтобы она не приросла к земле. С двигателями та же забота. По сроку их либо периодически запускают, либо консервируют по инструкции. Закрывают вход и выход, следят за маслом и влагой. Двигатели вообще часто снимают целиком, и это отдельный любопытный сюжет. Жизненный цикл мотора нередко идет своим ходом, отдельно от планера. У него бывает другой владелец, свой договор аренды и собственный график обслуживания. Пока корпус дремлет в пустыне, его исправный двигатель вполне летает под крылом другого борта на другом конце планеты.
Когда с самолета снимают такие тяжелые узлы, внутрь или на специальные точки ставят балласт, чтобы развесовка осталась правильной и машина устойчиво держалась на 3 опорах, не клюнув носом или хвостом. Есть и другой повод не летать месяцами, при котором самолет формально вообще не на хранении. Это тяжелое обслуживание. Крупная периодическая проверка, ремонт конструкции, замена или капитальный ремонт двигателей, перекраска, переделка салона под нового заказчика, возврат машины лизинговой фирме, переоборудование пассажирского борта в грузовой. На таких работах с самолета снимают панели салона, полы, кресла, элементы крыла, шасси и двигатели. В ангаре порой остается почти пустой металлический корпус с распахнутыми люками, где недавний лайнер узнаешь с трудом. Со стороны его легко спутать с бортом, который доживает свои дни в пустыне, а на деле его как раз собирают обратно. Из всей этой возни и рождается главная путаница вокруг пустынных площадок. Их зовут кладбищами самолетов, а в одном ряду там стоят машины с совершенно разной судьбой. Один борт готов лететь и пережидает кризис, второй ищет нового владельца, третий временно отдает свои детали летающим самолетам, четвертый уже без двигателей, и только пятый действительно никогда не взлетит. Снаружи все выглядят одинаково целыми, и по виду их не рассортируешь. Снятие деталей с еще пригодного корпуса называют каннибализацией. Звучит мрачновато, но процедура штатная, если каждая деталь учтена и сертифицирована. В компании Airbus прямо пишут, что у хранящихся бортов могут забирать двигатели, хвостовые силовые установки, закрылки и компьютеры под установку на другие машины. Отсюда странный факт. Старый самолет нередко стоит дешевле собственных запчастей. Рыночной цены у корпуса почти не осталось, а его двигатели, шасси, авионика, двери и целые кресла очень нужны бортам, которые пока возят пассажиров. Чтобы снятую деталь можно было законно поставить на пассажирский самолет. За ней должна тянуться непрерывная история обслуживания. Для старой машины эта бумажная история порой стоит дороже самого металла. Каждую снятую заглушку, аккумулятор, компьютер и двигатель нужно записать, иначе через несколько лет никто не докажет, что борт соответствует одобренной конфигурации. Международная ассоциация авиатранспорта подчеркивает, что точные записи нужны и для возвращения в строй, и для продажи, и для возврата лизингодателю, и даже для законной разборки. Бумага переживает железо и во многом решает его судьбу. Из-за этого львиная доля работы по хранению приходится вообще не на железо, а на бумагу и регулярные обходы. Механик по расписанию ищет коррозию, протечки и следы животных, сверяет, все ли на месте и записывает все, что снял. На вид самолет просто стоит без движения, а вокруг него крутится непрерывный цикл проверок, записей и подписей, без которого через пару лет отложенный актив превращается в дорогой хлам. Когда с корпуса сняли все, что еще послужит, начинается разделка. Сперва из машины удаляют остатки топлива, масла, гидравлику, электрику и опасные материалы, чтобы резать было безопасно. И только потом берутся за фюзеляж. Разобрать большой борт – это недели кропотливой работы, ведь каждый годный узел надо аккуратно снять и оформить. По данным компании Tarmac Aerosafe, переработать удается около 92% массы самолета и больше 99% деталей двигателя. Иллюминаторы, пластик и обшивка уходят в мебель, интерьеры и даже одежду. Кусок крыла, который возил людей через океаны, вполне доживает свой век деталью чьего-то рабочего стола. И хозяин стола об этом даже не подозревает. Насколько это история про оборот, а не про финал техники, видно по цифрам той же площадки. С 2007 по 2022 год Tarmac Aerosafe приняла 1308 самолетов. 844 из них потом снова встали на крыло, и лишь 327 пошли на разбор. Большинство бортов, которые садятся на пустынную стоянку, оттуда со временем взлетают. Стоит один раз взглянуть на такую площадку под этим углом, и слово «кладбище» к ней уже не липнет. Тут одновременно гостиница для машин, которые пережидают трудные времена, ремонтная палата для тех, кому нужна починка, склад запчастей, рынок подержанных бортов и пункт переработки. Один самолет сел сюда переждать спад в перевозках, второй меняет хозяина, третий отдает свой двигатель тому, кто еще летает, и мотор кружит под чужим крылом еще лет 10. А тот борт, что в шапочке для душа неподвижно стоит под жестким солнцем, чаще всего никакую историю не заканчивает. Он ждет дня, когда кто-то посчитает, что поднять его в воздух снова выгоднее, чем держать на земле.